Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео представляю вам оригинальный, очень интересный фактурный узор спицами. Узор интересен тем, что он имеет такую рельефную вязку, он пышный и в то же время он воздушный, так как имеет такую полупрозрачную фактуру. Смотрится очень пышно и очень легко. Узор интересно даже смотрится с двух сторон. Вот это изнанка и лицевая сторона. Вяжется очень просто, буквально повторяется 2 ряда. И сейчас я вам на более коротком образце подробно расскажу, как его вязать. Чтобы выразительный фактурный узор смотрелся объемно, эффектно, я взяла пряжу с толщиной нити на 100 грамм 100 метров и спицы номер 7. Набираю петли классическим способом. Раппорт узора составляет 2 петли плюс 2 кромочные, то есть набирайте любое четное количество петель. Набрав петли на спицы, разворачиваем вязание и начинаем вязать первый ряд. Этот ряд проходит по изнанке, и это будет начальный ряд, который не будет формировать узор. Первая петля кромочная, и первый начальный ряд провязываем, чередуя одну лицевую и одну изнаночную петлю. И повторяем: лицевая, изнаночная петля. Провязав изнаночную петлю, остается одна кромочная петля, ее тоже выполняю изнаночной и поворачиваю работу на лицевую сторону. И в первом лицевом ряду начинаем вывязывать первый ряд узора. Первая петля кромочная, снимаем ее, не провязывая нить за работой. Далее на 2 петлях выполняем первый раппорт узора. Вводим спицу в центр первой петельки и за вторую стеночку провязываем лицевую петлю. Причем эту петлю, не сбрасывая со спицы, делаем на правую спицу накид. И далее провязываем 2 петли также лицевой за вторые стеночки. И тем самым первый раппорт узора завершен. Далее делаем повтор этих действий. Вводим спицу в центр и за вторую стеночку провязываем лицевую, не сбрасывая петлю с левой спицы, делаем накид и провязываем 2 петли вместе за вторые стеночки лицевой. И так повторяем: лицевая за вторую стеночку, накид и 2 петли вместе за вторые стеночки лицевой. Последний раппорт узора, 2 петли вместе за вторые стеночки лицевой, и остается кромочная петля, которую провязываем изнаночной. Далее поворачиваем работу на изнанку и вяжем изнаночный ряд. Первая петля кромочная, ее снимаем. Далее идет изнаночная, накид и лицевая петля. Первую провязываем изнаночную петлю, далее провязываем 2 петли вместе лицевой за вторые стеночки и повторяем этот раппорт: изнаночная, 2 петли вместе за вторые стеночки, изнаночная, 2 петли вместе за вторые стеночки. И количество петель у нас становится
прежним, так же как сколько мы набирали петель в начале. Последняя петля кромочная. Далее поворачиваем работу на лицевую сторону, и каждый лицевой ряд вяжется одинаково, как и первый лицевой ряд. Первая петля кромочная. Далее из первой петли за вторую стеночку провязываем лицевую, не сбрасывая петлю со спицы, сделаем накид и 2 петли вместе лицевой за вторую стеночку. И повторяем этот раппорт. Все изнаночные ряды далее тоже вяжутся одинаково. Первая петля кромочная и повторяем. Изнаночная петля, 2 петли вместе лицевой за вторую стеночки провязываем. Изнаночная, 2 петли вместе лицевой за вторые стеночки. И так вяжем до конца ряда. Выполняйте узор на нужную высоту. Дорогие друзья, как вы поняли, при вязании этого узора повторяется 2 ряда, лицевой и изнаночный, и получается очень красивый фактурный рисунок. Если вам понравился этот узор, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, будем вместе вязать красивые вещи. Спасибо за внимание.